Фандом дронов-убийц — это крайне занимательная штука. С одной стороны, творчество этой фанбазы просто невероятно. Тут и крутые арты, невероятные эдиты, интересные фанфики, занятные теории и прочего рода фанатский контент. Но с другой стороны, фандом дронов-убийц — это отмороженные токсики, которые будут готовы засрать абсолютно любого, лишь за то, что он назовет шип, который им неприятен, прикольным. И следующие 3 истории будут как раз прямиком из темной стороны фандома дронов-убийц. Приятного просмотра. И первая история — это конец войны шиперов. И несмотря на то, что название звучит довольно-таки оптимистично, наполнение у этой истории далеко не самое веселое. Итак, все произошло где-то в конце июля 23 года, за несколько недель до выхода 6-го эпизода дронов-убийц, когда гличи нас уже начали постепенно накачивать тизерами. И фандом тогда переживал далеко не самые лучшие времена, ведь в Твиттере гуляли большие, гигантские срачи и споры касательно той темы, какой же все-таки пэринг будет признан основным в новом эпизоде. И на фоне всей этой движухи появился никому непонятный и странный хэштег MDFandomStrike. Но все бы ничего, правда, суть хэштега заключалась в том, чтобы отменить фандом дронов-убийц? Не кажется ли, что это звучит как бред? Что тогда, что сейчас, я считаю это полнейшим бредом каким-то, это максимально странная и нелогичная хрень. Но несмотря на это, она сработала. Многие люди начали реально уходить из фандома, опубликовывая свой последний пост именно с этим хэштегом, где они просто срали на весь фандом дронов, открыто оскорбляя многих людей. В частности, вся эта ситуация коснулась годных художников, которых начали хейтить за их предпочтения в пэрингах. И те же, в свою очередь, начали публиковать посты с содержанием что-то по типу: ну что же, фандом дронов-убийц оказался токсичным. Хэштег MDFandomStrike, я навсегда ушел из фандома. Ну, или вернусь, не знаю. И все как бы, да, вроде конфликт начал постепенно угасать, но все это продолжалось вплоть до выхода 6-го эпизода. Ну, если говорить уже о концовке истории, то все закончилось тем, что гличам и Лиему начали угрожать смертью просто за то, что они сделали сюжетный троп не такой, какой ожидали многие. Ну, история максимально странная, но она в очередной раз доказывает, что фандом дронов — это токсичная мусорка. Нет, я не спорю, есть в фандоме и хорошие люди, но твиттерские всегда отличались своей странностью. Если вы считаете, что такие истории происходят только за рубежом, то вы ошибаетесь. Пример тому Долл в чайнике. Если вы пользователь ТикТока и состоите фандома дронов, то, скорее всего, хоть раз да вы натыкались на ее видео, потому что в определенные моменты времени ее видео довольно сильно стреляли и вызывали уйму вопросов. И сегодня мы говорим о самом громком таком случае. История эта случилась на заре осени 23 года. Тогда Долл в чайнике выпустила видео, в котором она пожелала Узи смерти под песню Никсюши «Когда ты умрешь». И все бы ничего, ведь тогда это был какой-то маленький полутренд в нескольких фандомах, но на Долл в чайнике обрушился просто небывалого масштаба хейт. Это было что-то с чем-то. Через пару дней ей уже какие-то малолетки открыто начали желать смерти и даже создавали абсолютно аналогичные видео, только уже не с каким-то персонажем из мультфильма, а с реальным человеком, который живет на нашей с вами планете. И это какой-то бред, то есть человек просто пожелал смерти персонажу, которого в реальности не существует, и его уже ненавидят все. Это максимально странная и бредовая идея. Да, я понимаю, Узи главная героиня, и для большинства людей она, по идее, должна эмпатировать. Но, лол, есть люди, которым она не нравится. Это нормально, я не понимаю, за что желать смерти. Но если посмотреть на сторону под другим углом, то эта ситуация не выигрышная, не проигрышная, просто-напросто ни для кого. Долл в чайнике поступила неправильно тем, что выложила такое видео и вызвала к себе массу предъяв. А уже другие люди сделали неправильно то, что пожелали смерти реальной девочке, и это реально какой-то бред. Вообще, Долл в чайнике довольно интересный персонаж. Она всегда почему-то в центре внимания. То она знакомится с какими-то интересными тиктокерами, то у нее появляются какие-то недопонимания с ее же подписчиками, то у нее начинаются новые волны срача с тем же Антионом, которые до сих пор не заканчиваются. Но в любом случае, историю, которую я рассказал, довольно странная, и повторюсь еще раз. Это в очередной раз доказывает то, что комьюнити дронов далеко не самое яркое и доброе, каким оно может казаться внешне. Ну а теперь вынужден вас предупредить. Следующая история будет очень гадкой, темной и мерзкой.
подсказкой. Если вы кушаете или у вас нестабильная психика, просьба следующую историю выключить. Ну, а я, пожалуй, начну рассказывать этот мрак. Эту историю поведала некая Арандом Креатор в ТикТоке и получила довольно небольшую по меркам платформы, но все-таки огласку. Вообще, у них тут с никами все довольно сложно, поэтому давайте я эту девушку буду называть Ара, а парня, который будет фигурировать в дальнейшем, буду называть Эвил. Поймете почему. Со скриншотов, предоставленных Арой, мы можем понять, что этот парнишка написал ей с просьбой нарисовать кастомный арт, а потом уточнил, что хотел бы увидеть R34 по Нори и Эну, так как считает этот шип чертовски горячим. На что она сразу ему поставила границы, мол, нет. Потом они вроде как начали общаться, и честно, я так и не понял, зачем Аре надо было начинать общение с таким человеком, как он. Но оно шло, и этот парнишка все напоминал про то, что вот, мол, он бы был очень рад, если бы она нарисовала арт с правилом 34 по Нори и Эну. Ведь ему так нравятся эти два персонажа, и особенно этот чудесный пейринг. Но, как вы могли догадаться, Нори и в этот раз ему отказала. Тогда он уже вроде перестал ей набиваться в какие-то попрошайки артов. Но начал рассказывать про себя, и, честно, лучше бы он это не делал, потому что рассказал он такой чернухи, что был бы он на 3 годика постарше, то мог уже надолго отлететь в тюрягу. Но ему только 15 лет. Хотя те дела, которые он совершил, оправдать просто невозможно. Итак, знакомьтесь, парнишка 15 лет из Америки. Как он сам заявляет, он довольно хорни мальчик, что уже наталкивает не на самые лучшие мысли касательно его личности, которые впоследствии подтверждаются тем, что он регулярно отправлял Аре какие-то арты с неприличным содержанием, подписывая «ты и я», но это еще ладно, можно списать на странности характера. Другое дело, когда мы можем понять, что, вероятно, этот человек шутил или намекал на то, что он занимался грумингом в отношении своих братьев или сестер. И вот тут уже начинаются максимальные вопросы. Если вы знаете, что такое груминг, то вы, наверное, уже просто ужаснулись. Если же нет, то держите краткая справка от Яндекс.GPT. Но если бы все ограничивалось только его странным поведением, то поверьте, сейчас бы я не записывал это видео. Эвил намеренно задавал Аре неприятные вопросы касательно ее интимной жизни. Я так полагаю, прекрасно зная то, что она асексуальной ориентации. И это довольно странно, учитывая, что его намеки можно интерпретировать как то, что он будто бы сам хотел с ней заняться непристойностями. Но и давайте на добивную. С его же слов, он занимался сексом с 12-летней девочкой, а он сам 15-летка. И это просто пиздец уже какой-то, я не могу никак это воспринимать. Еще учитывая то, что он писал про груминг, мне становится реально страшно за эту девочку. Позже он также дописал, что мама этой девочки пригрозила ему полицией, если он еще хоть раз с ней свяжется. А учитывая то, что большая часть их отношений прошла по переписке, становится еще более неприятно, ведь в интернете люди могут носить маски. Закончилась эта история тем, что Ара перестала отвечать на сообщения Эвила, выложила в ТикТок несколько видео касательно него и переживаниями насчет того, что ведь реально таких людей может быть гораздо больше, чем мы думаем. А позже он вместе со своими друзьями начал угрожать ей расправой, если она не удалит все эти видео, которые опубликовала. Она, испугавшись за свою жизнь, больше не публиковала ни одного видео, связанного с этим инцидентом. И эти странные люди от нее вроде остались. Что же могу сказать в заключении к этому видео? Комьюнити дронов — это очень токсичное сообщество, но несмотря на это, есть в нем и хорошие люди, интересные истории, забавные мемы, да и годный контент-креаторы в конце концов. Попрошу вас подписаться на мой основной канал, телеграм-канал, поставить лайк и написать комментарий, если же у вас, конечно, есть что сказать по поводу этого видео. С вами был КРКС, и хорошего всем времяпровождения.